XVIII век – это новый рубеж исторического пространства. В век просвещения, или, как его еще называют, век разума, само искусство кажется, по словам одного современника, приращением разума. Именно для разумного устройства государства российского создается Академия художеств. Средоточием эстетических новшеств становится и портретная живопись. Среди значительных мастеров портретного жанра следует назвать в первую очередь Антропова, Аргунова, Лосенко, Рокотова, Левицкого. Человеческое «я» распространяется в мир, наполняя своими капризами культуру и природу. Все меряется чисто человеческой меркой, поэтому новое искусство кажется столь величавым и одновременно столь уютным, словно созданным специально для увеселения и комфорта. Российский век просвещения был фатально сопряжен с имперским деспотизмом и крепостной неволей. Фон эпохи, подобно темному фону старых фамильных портретов, хранит массу жестких и в высшей степени неизящных истин. Однако именно изящное искусство, благородное художество давало, быть может, самый верный шанс прижизненного освобождения, давало залог того спасения в красоте, благодаря которому все сословия, и высшие, и низшие, превращались в актеров праздничного театра жизни. Она давно прошла, и нет уже тех глаз. Но красоту ее Боровиковский спас, гласит строка Полонского об одной милой даме на старинном портрете. Так искусство в целом, оно спасло для нас век просвещения, век щегольской и наивный, лукавый и в то же время ребячески простодушный. Отправной точкой изображения Алексеев делает Петропавловскую крепость, показав часть ее стены, как бы подчеркивая, что с нее началось создание города. Передача воздушной атмосферы, игра света на воде и зданиях способствует эмоциональности образа города. Асимметричное построение композиции придает изображению трехплановость, архитектуре объемность и четкость, создавая впечатление уходящего пространства. В этом проявляются черты стиля классицизма. Цветовая гамма построена на перетекании друг в друга холодных голубых и зеленых тонов воды и неба и теплых розовых и коричневых облаков и зданий. Алексеев обучался в Венеции и с блеском воплотил уроки венецианской пейзажной живописи на русской почве. Художник часто писал и московские виды. В Москве Алексеева особенно привлекают древности. В отличие от петербургских, его московские пейзажи наполнены жизнью города с ее суетящейся толпой, с ее повседневностью. Художник использует диагональную перспективу, которая уводит глаз зрителя в глубину картины и как будто втягивает его в свое пространство, и более темный, чем в петербургских работах, коричнево-золотистый колорит со смелыми контрастами и игрой светотени.
Портрет был создан для Священного Синода, поэтому Петр изображен здесь в виде религиозного реформатора. Он указывает на свой духовный регламент, подчинивший церковь государству. Вдали же виден собор Петропавловской крепости, с которой началось строительство новой столицы на Неве. Как и в других придворных портретах эпохи, герой картины представлен среди наглядных свидетельств своих деяний. Он зримо преобразует всю окружающую среду, придавая и ей царственное величие. Живописец использовал традиционную схему парадного портрета. Фигура Петра III в рост изображена на первом плане покоев императора на фоне витой колоннады с гирляндами листьев, проложенными в желобках колонн. В левой части картины на стене висит портрет Петра I в резной раме. Перед Петром III золоченый с причудливой формы ножками столик с царскими регалиями. В правой части трон с небрежно брошенной на него горностаевой мантией. Одеяние императора, золотистый камзол, подпоясанный золотистым шарфом с кистями, красиво сочетается с темно-зеленым мундиром с красными отворотами, золотым шитьем и орденской лентой. Белая горностаевая мантия в полумраке интерьера также кажется золотистой. Все тона гармонично дополняют друг друга. Портреты Антропова еще несут на себе влияние Парсуны. Художник тщательно, почти с натуральной точностью вырисовывает лица, но они несколько застыли и напоминают раскрашенные глиняные игрушки того времени. Видимо, это впечатление усиливает цветовая гамма художника, всегда яркая, с использованием локальных цветов, чисто декоративная. Обратите внимание, как на портрете перекликается цвет лент и щек дамы, который контрастирует с локальным синим цветом платья. На нас смотрит милое, чистое русское лицо, привлекательное своей доверчивостью и простотой. Оно светится спокойствием и радостью. Ясные глаза, прямой взгляд, правильные черты лица. Одета она в нарядный праздничный красный расшитый сарафан и белую кофту. Композиция классически проста, но именно благодаря такому построению создается образ. Линия очертания головы, украшенной высоким головным убором, плавно переходит в строгие линии стройной шеи, которые перетекают в плечи. Все линии как бы струятся. Тона красок мягкие, сдержанно охристые, что придает портрету уравновешенность и спокойствие. В портрете гармонично сочетаются все линии и формы.
Они продуманы и соподчинены друг другу. Тщательно разработанный пейзажный фон становится важнейшим компонентом портретной характеристики. Линии поворота головы и согнутой руки повторяются в линии нависающих сверху ветвей дерева, обнимая фигуру. Наклону торса, опущенной руки, вторят наклоны берез, изображенных на заднем плане. Скользящий слабый свет моделирует формы. Светотеневые нюансы лепят лицо. Фигура окружена световоздушной средой, но не сливается с нею. В этом проявляется влияние сентиментализма. Цветовой гамме придается огромное значение. Она состоит из сочетания блеклых тонов розовато-лилового, бледно-голубого, нежно-зеленого, жемчужных и золотистых. Две юных княжны, Анна и Варвара Гагарины, изображены музицирующими, причем увлеченность искусством символически выражает и чувство лирически-задушевной дружбы, нежного сродства душ. Картина принадлежит к числу лучших вещей позднего Боровиковского. Она была создана в тот период, когда свойственный его манере сентиментализм, поэзия чувства, обрел отчетливо романтические черты. В каноне русского портретного жанра эпохи сентиментализма написан портрет Екатерины II. Императрица изображена во время отдыха в будничной одежде с любимой собачкой. Такая бытовая трактовка образа государыни была невозможна ранее. Перед нами не законодательница, вершащая миллионами судеб, а милая и простая дама, прогуливающаяся по своему имению. Император представлен в костюме Мальтийского ордена, великим магистром которого он стал в самом конце XVIII века. Мальта в ту пору была захвачена Наполеоном, и Павел I выступил в роли главного покровителя ордена, желая тем самым укрепить европейский авторитет России в противовес Франции. Непредсказуемый в своих поступках, крайне эксцентричный монарх выглядит здесь величавым и решительным самодержцем. Миловидное лицо, сохранившее еще детскую округлость, обрамлено темными каштановыми, струящимися по плечам локонами. Большие серые глаза смотрят задумчиво, румяные губы сложились в мечтательные улыбки. Голова чуть повернута в сторону относительно торса. Этот прием придает позе портретируемой грациозность. Цветовые сочетания, используемые художником,
Гамма жемчужных и зеленых оттенков изысканы. Эти основные тона оттеняются розовым в одежде, щеках, губах. Искусно нанесенные блики передают влажный блеск глаз. Лицо, шея, платье написаны плотным слоем краски. Для изображения прозрачных тканей художник умело использует жидкие краски. Кружева даны тонким выпуклым штрихом по красочной поверхности. Художник соблюдает все правила жанра парадного презентативного портрета. Выбирает большой вертикальный формат, помещает фигуру на фоне колонн и драпировок, изображая портретируемого в полный рост с точки зрения снизу. Но Демидов, известный богач и промышленник, показан здесь совсем не в качестве официального лица. На картине он предстает перед нами в роли садовода-любителя. Одет Демидов в домашний халат, вместо обязательного парика на нем утренний колпак. Художник с особой тщательностью выписывает предметы на столе, создавая своеобразный и законченный натюрморт. Создается впечатление, что и художник, и модель любуются именно этой стороной жизни – красотой быта, повседневности, лишь намекая на общественную роль героя картины, которая олицетворяется величественным зданием воспитательного дома на заднем плане. Екатерина изображена в роли жрицы в храме правосудия. У подножия статуи правосудия жертвенник, на котором жгут маки, символ спокойствия. Екатерина указывает на жертвенник, как бы говоря, что она приносит в жертву свое спокойствие ради государственных забот. У ее ног барельеф с изображением Солона, считающегося первым законодателем. Портрет изобилует сложными аллегориями, впрочем, хорошо понятными современникам. Картина демонстрирует виртуозное мастерство художника как в области колорита, алый цвет во всех своих оттенках, вплоть до горящих бликов на платье, обыгрывается художником, так и в передаче фактуры предметов. Он изображает атлас, бархат, мех, холодный мрамор статуи и теплоту плоти модели с подлинной достоверностью. Стремясь показать национальный характер персонажей, Лосенко одевает их не в античные одежды, как это было принято, а в условные. В таких одеждах в то время трагические герои появлялись на театральной сцене. Правда, одна из прислужниц Рогнеды одета в русское платье, сшитой жемчугом повязкой на голове. Ее волосы заплетены в косу. Для усиления эффекта драматизма переживаний Владимира и Рогнеды им противопоставлены тихая покорность прислужниц княжны и холодное любопытство воинов князя. В театрально-условном характере картины полной патетики проявились черты стиля классицизма.
Рисунок в картине, как того требовала академическая живопись, безупречен. Цвет носит локальный характер, не перетекая в другие цвета. Объемность фигур достигается разработкой светотени. Цвета, используемые художником, красные, оливковые, темно-коричневые, серые. Эта картина написана на сюжет из «Илиады» Гомера и выполнена в духе эллинизированной классики. Выбран драматический момент повествования, в котором в самом что ни на есть театрализованном духе художник преподносит нам своих героев, жертвующих собой и семьей, следуя гражданскому долгу. Действие вынесено на первый план и обрамлено изображением зданий, как театральными кулисами, что придает ему еще большую схожесть со сцены театра, где актеры, в соответствии с современной традицией, в повышенно экзальтированной манере играют свои роли. Первый вариант портрета отца русского театра Федора Волкова был исполнен Лосенко в год смерти актера. Герой картины изображен входящим в роль, частично уже в сценическом облачении. В левой руке у него маска, как символ театрального искусства, в правой – атрибуты царской власти. По словам Фанвизина, он выглядит мужем глубокого разума, который мог бы быть человеком государственным. Матвеев – главный персонаж в портрете, хотя находится как бы на втором плане. Лицо художника выразительно. Темные глаза, сдвинутые к переносице брови, чуть сжатые, улыбающиеся губы создают образ смелый, открытый, стремительный, олицетворяющий эпоху Петра I и в то же время полный любви и нежности к своей молодой жене. Матвеев как бы представляет зрителю свою молодую супругу, слегка обнимая ее одной рукой и чуть выдвигая вперед. Другой держит ее за руку, как в танце. Молодость, чистота, смущенная улыбка и горделивая осанка делают жену художника привлекательной. Колорит выдержан в красновато-коричневой и зеленоватой гамме, что придает полотну благородство и торжественность. Этот портретный цикл, созданный на рубеже XVII-XVIII веков, называют еще Преображенским циклом по имени дворца в подмосковном селе Преображенском, в то время любимой резиденции Петра. Изображены здесь члены так называемого Всешутейшего и Всепьянейшего собора,
узкого кружка лиц, решавших государственные дела в атмосфере дружеской попойки. Портретные образы, в том числе фигура стольника Щепотева, решены в духе дерзкого гротеска, наглядно противостоящего строгому церковному благочинию. Портрет царевны Натальи Алексеевны, сестры Петра I, был написан Иваном Никитиным до его отъезда в Италию, где он совершенствовал свое живописное мастерство. Это еще ранние шаги русской живописи барокко, шаги достаточно робкие, как бы провинциальные. Но властное лицо царевны и ее пышные одежды с кружевами и золотистой мантией переданы весьма выразительно. Никитин наглядно осваивает здесь типичные приемы европейского придворного портрета. Это работа зрелого мастера, владеющего современной западной системой живописи. Портрет исполнен тонкого психологизма, поражает глубиной проникновения в характер модели, что станет доступным русским художникам только во второй половине XVIII века. К сожалению, творческий путь талантливого мастера был вскоре прерван, так как во время правления Анны Иоанновны Никитин был арестован по тайному доносу, долгие годы провел в Петропавловской крепости, а затем в ссылке. В портрете нет элементов парадности, богатых аксессуаров. Совершенно спокойная поза портретируемой статична в своей горделивой осанке. Фигура изображена в трехчетвертном повороте, голова почти в фас. Внимание художника сосредоточено на лице. Его увлекает внутренний мир изображаемой модели. При внешней замкнутости образа художник усматривает в своей модели оттенок разочарования, внутреннюю независимость натуры, ее силу. Художника волнует индивидуальность образа. Живопись Рокотова воздушная и свободная. Строя цветовую гамму на сочетании голубого с белым, он избегает резких, негармоничных пятен. Граф Артемий Иванович Воронцов вошел в историю прежде всего как крестный отец Пушкина. Придворной карьере он предпочел вольную московскую жизнь. Рокотов, тесно связанный с родом Воронцовых, исполнивший целый ряд их заказов, изобразил Артемия молодым, жизнерадостным барином, продемонстрировав в ярких и звучных тонах одежд свое высокое мастерство колориста. Эта картина – первое произведение бытового жанра в России.
Угол небольшой комнаты. Мальчик-живописец с растрепанными волосами в старой курточке стоит перед мольбертом, рисуя уставшую позировать девочку, которую мать уговаривает спокойно посидеть. Каждый персонаж дан художником убедительно и естественно. Живопись у Фирсова свободная и мягкая. Переходы светотени, блики на лицах, одежде, вещах, падающий из окна тусклый свет смягчают контуры и создают воздушную среду, окружающую фигуры и естественность обстановки. Красочная гамма скромная, но тщательно продуманная. Розовые, бруснично-красные, белые и бледно-желтые тона правой части полотна естественно сочетаются с зеленовато-серыми оттенками левой. В творчестве Шубина русский скульптурный портрет достигает высокого европейского уровня. Характер в этом мраморном бюсте выражен ярко, энергично, с истинным пластическим великолепием. Граф Иван Чернышов был известен в первую очередь как опытный царедворец. Он выглядит здесь собранным, вечно пребывающим начеку. Шубин создал в равной мере и образ человека, и образ Екатерининской эпохи, эпохи деятельной, напористой, но полной и бесконечного коварства. Женские образы Шубина, как правило, гармоничнее и идеальнее мужских. Впрочем, императрица Мария Федоровна, супруга Павла I, была и сама по себе, в особенности на фоне своего грозного и эксцентричного мужа, личностью романтически идеальной, внесшей большой вклад в русское искусство, прежде всего благодаря своим заботам об украшении Павловска. У Шубина она выглядит настоящей богиней разума и грации.